И здорово! Ну вот и подошел к концу курс по автоматизации. Шутка. Второй урок. Сегодня а, запустим наш первый тест, установим WebDriver IO и поехали. Переключаемся на другую камеру, убираем и погнали. А, Смотрите, мы с вами в прошлый урок подготовили папочку нашу. Давайте ее откроем. Открываем редактор кода и открываем нашу папочку. Как мы делали, после открытия у нас она появляется вот в таком формате. Lesson view. Здесь редактор кода уже установил какие-то свои рабочие файлы. Не обращаем внимания на них. И тот, кто использует VS Code, у него, скорее всего, не будет вот такой папочки. Вот. Что нам нужно сделать? Открываем наш браузер и заходим на страницу WebDriver IO. Переходим на официальный сайт WebDriver IO. И здесь на главной странице есть кнопочка Get Started. Чуть-чуть проматываем. И вот здесь для начала работы нужно нам выполнить вот такую команду npm init vdeo latest. Latest означает последняя версия. То есть мы устанавливаем vdeo последней версии. Точечку ставим так, как находимся в той папке, в которой ставим. Либо, если нам нужно поставить в другую папку, то мы прописываем путь. Давайте это сделаем. Копируем либо таким способом, либо просто нажимаем вот здесь скопировать. Я использую npm. Заходим в наш редактор кода. Возможно, у вас вот здесь еще не открыт терминал. В Aqua это делается вот здесь кнопочка есть терминал. Мы открываем терминал и мы уже находимся в папке нашего урока. То есть он открывает терминал сразу же в той папке. Можно сделать это то же самое в обычном терминале. Просто мы передвигаемся в папку Desktop Lesson View. Вот то же самое. Мы находимся в этой папке и можем либо сюда вставить команду, которую мы скопировали на сайте npm init vdeo latest. Либо мы можем, допустим, с рабочего стола запустить ту же команду, но после точки нам обязательно нужно дописать, допустим, слэш и там указать папку там, lesson vdeo, допустим. Вот. Ну, простой вариант, сразу переходим в эту папку, либо, как делаю я, в самом редакторе кода открываем терминал. В Aqua он открывается вот здесь, в VS Code. Вот здесь сверху есть терминал, New терминал. И открываете терминал. Ну, сейчас я не в папочке нахожусь. Вот. И также он откроет ваш терминал в той папке, в которой вы находитесь. Так. И вставляем сюда командочку. Давайте я сделаю здесь терминал пошире. Мы сейчас будем устанавливать. Эта команда установит нам в проект WebDriver IO. Поехали. Enter. Вот смотрите, он нарисовал нам робота. Логотип WebDriver IO. И сейчас происходит установка. Вот он нам задает вопрос. Project name. Ну, я оставлю так же, как у меня папочка называется. Lesson Video. И вот здесь прописан путь, в котором находится проект. Соглашаемся. Yes. Так, нам нужно выбрать вот этот вариант. Вот этот вот вариант. E2E, то есть end-to-end testing for web or mobile applications. То есть для веб
и мобильных приложений. Выбираем. Дальше, если мы будем использовать какие-то онлайн-сервисы типа South Labs или браузер Stax, то выбираем нужное, но мы будем запускать тесты на нашей локальной машине, поэтому выбираем On My Local Machine. Enter. Дальше выбираем веб или мобильные приложения. Да, чем очень хорош веб-драйвер IO, он может выполнять автотесты и для мобильных приложений, и для веб-приложений, и для десктопных приложений. Это просто очень крутой инструмент. Кстати, один из плюсов, почему я именно выбрал веб-драйвер IO. Выбираем веб. Так, а здесь мы можем сразу выбрать, в каких браузерах мы выполнять будем наши тесты. Можно выбрать несколько браузеров. Это делается пробелом. Можем снять, допустим, с Chrome, выбрать Chrome, Firefox. Давайте выберем два браузера, потому что у нас будет урок, где мы будем запускать тесты в двух браузерах. Вот, это можно делать либо параллельно, то есть запускать одновременно на машине и Chrome, и Firefox. И тесты параллельно идут сразу в двух браузерах. Либо это делается последовательно, то есть асинхронно. Для чего делать асинхронно? Поясню. Допустим, у вас какое-то приложение, которое похоже на какой-нибудь мессенджер. И вы не можете создавать там левые какие-то аккаунты каждый раз при запуске тестов. Не можете создать, допустим, какой-то рандомный там ник, зарегистрироваться и там попереписываться, да? И у вас запускается браузер, открываются две вкладки, допустим, два приложения между собой могут общаться. У одного, ну, мы как бы открываем фронт на одной вкладке одного приложения, на другой вкладке другого приложения, а бэк у них находится где-то там на одном сервере, а у второго на другом сервере. Им между собой надо общаться. Соответственно, мы переключаемся между вкладками и отправляем сообщение. На другой вкладке мы принимаем сообщение, смотрим, появилось ли оно. И вот таким образом происходит вот эти автотесты. Иногда мы не можем создать, и мы заходим под каким-то определенным тестовым персонажем и начинаем вот это общение. И когда в два браузера параллельно запущены, они ловят сообщения друг друга, видят, и из-за этого тесты просто падают. Они не могут корректно работать. Поэтому нужно, чтобы сначала, допустим, запустился Chrome, выполнились тесты в Chrome, после этого Chrome закрывается, открывается Firefox и выполняются тесты. Или, допустим, там в Chrome тесты упали, он закрылся, открывается Firefox, в Firefox прошли, начинаем разбираться. Вот. Поэтому давайте пока поставим Chrome и Firefox, много браузеров не будем ставить. Ну, здесь можно поставить и Safari, и Microsoft Edge. Пробелом выделили, нажимаем Enter. Тут мы выбираем фреймворк, который мы будем использовать. Mocha, Jasmine, Cucumber. Я использую Mocha. Мне это просто удобней. Cucumber тоже классный фреймворк. Там тоже очень интересно, как бы создаются функции в формате просто текстовых предложений. Допустим, я ввожу в поле такое-то, там переменная подставляется, там ввожу то-то, то-то. И вот только ввожу то-то в это поле, все время подставляешь какое-то, прошу прощения за звук, подставляешь все время какую-то другую переменную, но ты функцию вызываешь в виде просто в формате текста пишешь, и так весь тесты выглядит вот так, просто набор строчек, которые я там ввожу туда, я жму кнопку такую-то, я вижу там на странице то-то, то-то, и просто подставляешь элементы, которые ты нажимаешь, вводишь, текст, который вводишь, и то, что ты видишь. Вот, но мне удобнее пользоваться мокой, мне не хочется создавать вот эти свои текстовые какие-то вещи. Я создаю функции в обычном формате, как это делается в обычном языке программирования. Вот, и мне удобнее пользоваться мокой. Поэтому я выбираю мока.
Нужен ли нам компилятор какой-то? Да, мы будем использовать TypeScript, поэтому выбираем TypeScript. Do you want WebDriver to auto-generate some test files? Да, автогенерate. Давайте сгенерим тест, потому что сегодня мы свой тест не будем писать, мы просто запустим тест, который нам предоставляется автоматически, который сгенерирован в WebDriver.io. Нажимаем Yes. Так, спек-файлы. Наши файлики, в которых мы будем писать тесты. Здесь он спрашивает, путь до этих файликов подходит ли такой. Можно его изменить. Ну, мы оставляем. Enter. А, Будете ли вы использовать PageObjects? Да, мы будем использовать модель PageObjects. Это обязательно, сейчас это очень популярная модель. Я использую в своем проекте именно PageObject. Это очень удобная модель организации своих тестов. Вот дальше мы подробнее остановимся на PageObject. Я все вам покажу. Нажимаем Y. Так. Так, где вы будете свои PageObject хранить? Нажимаем Enter, все по умолчанию оставляем как есть. Репортер. Дальше мы установим только вот этот спек-репортер. Для начала он самый удобный, для начала использования. И он используется в связке с другими репортерами, очень удобно. Он выводит нам как раз в консоль список наших тестов и показывает, прошел тест, не прошел. Удобно выводит логи. Ошибки выводит очень удобно, поэтому спек это топ. И спек можно использовать и при запуске в CI, когда, допустим, и в Git где-то вы запускаете, можно открыть вот эти вот пайплайны, которые там выполняются, там в окошке прям видно ваши тесты, все подписаны, галочки там проставляются, крестики, упали тесты, прошли. То есть спек оставляем. Дальше мы с вами посмотрим и разберем Allure репортер, так как он самый популярный, ну не самый популярный, один из популярных, и его легко установить и посмотреть, поработать с ним локально, не разворачивая где-то у себя, не просить девопсов, где-то разворачивать на сервере. Конечно, и такой вариант есть использования, но можно локально все настроить в своем проекте и поюзать, посмотреть, как это все выполняется с Allure. Вот также, возможно, если зайдет тема про репортеры, то изучим с вами репорт-портал. Очень классный инструмент, вот он тоже сейчас очень такой популярный и крутой. Репортеры нам нужны для того, чтобы мы смотрели по ним всю историю тестов, кто запускал, когда запускал, сколько тестов было, сколько упало, сколько по времени тесты проходят, какая-то статистика, какой тест чаще всего падает, какой тест там быстро проходит. То есть и все эти графики, все можно посмотреть. Вот. Плюс в репорт-портал там заложен какой-то минимальный интеллект, и он как раз вот аналитику проводит вот запусков тестов. Очень классная штука. Вот, я на своем проекте использую сейчас TeamCity. TeamCity локально мы с вами не сможем посмотреть, потому что нужно, чтобы был развернут сервис TeamCity где-то на сервере у вас в компании. И только там мы видим вот этот вот определенную визуализацию тестов наших, тестовых прогонов. Мы там их запускаем в TeamCity, видим результаты тестов, логи и все остальное. Вот, поэтому локально на своей машине мы с вами, наверное, TeamCity не сможем посмотреть. Это выглядит не очень презентабельно, там просто сыпется в своем каком-то определенном формате в лог строчки, которые с особой информацией нам не дают. Вот, намного лучше в этом плане использовать спек репортер. Вот, пока останавливаемся на спек репортере. Также все снимаем, если что-то выбрано пробелом. Да, оставляем только спек, нажимаем Enter.
Так, здесь просто пропускаем, пока мы эти сервисы, плагины точнее, мы не будем трогать, просто ничего не выбираем, нажимаем Enter. Дальше сервисы. Сервисы мы тоже никакие не будем устанавливать. Когда будем использовать репорт-портал, будем, конечно же, устанавливать репорт-портал сервис. Когда будем мобильное тестирование, будем Appium сервис ставить. Пока оставляем как есть. Докер мы тоже затронем тему, но мы не будем использовать внутри WebDriver iOS сервис Docker. Мы будем просто использовать напрямую Docker и собирать наш образ и его отправлять в Git. И там будут у нас выполняться наши раны тестов в Git. Вот. Либо вы, если начнете работать и выполнять это в своей компании, будете просто отправлять, допустим, докер готовый вашему девопсу, и он уже где-то на серваках сам будет запускать. В общем, мы дойдем до этого, пока пропускаем, никакие сервисы дополнительные не ставим. Enter. Базовый URL. Смотрите, здесь будет использоваться localhost, но мы можем с вами прописать какой-то URL. Допустим, вы на своем проекте начинаете автоматизацию, и у вас есть какое-то там окружение, на котором вы будете запускать ваши тесты. Например, там HTTP или HTTPS, и ваш какой-то URL, который вы используете для вашего, ну не знаю, там QA, как название компании, там QA1, QA2, какие вы используете. Вот, у нас 4 QA окружения, и еще до прода еще 2 окружения есть. То есть это 6 окружений у нас до продакшена, которые. Вот, я в основном на одном запускаю и пишу тест, но иногда приходится и на разных позапускать. Вот, поэтому здесь можете сразу написать то окружение, которое вам надо, то есть тот URL, который будете использовать. Вот, но мы все равно в дальнейшем в нашем конфиге подставим сюда переменную и будем передавать окружение в скрипт при запуске наших тестов. Пока я оставляю как есть. Enter. Ну и все. Последний шаг он предлагает выполнить команду npm install. npm install установит все, что мы вот здесь сейчас отметили, вот в этих вопросах, все, что прописали, и все это по очереди у нас установится. Плюс у нас установится, сгенерируется автоматический тест, который предлагает WebDriver IO. И мы сейчас все установим и запустим этот тест. Посмотрим, как он выполняется. Нажимаем Y, Enter. Все, начинается установка. Все, у меня все установилось довольно быстро. У вас, возможно, займет это чуть больше времени. Если компьютер слабенький, может занять какое-то время, либо интернет медленный. Так, давайте закроем терминал и посмотрим, что у нас тут появилось. Смотрите, самый основной файл, где у нас прописаны все наши зависимости, этот файл называется package.json, формат JSON. Здесь у нас написано наше имя проекта, type и наши вот зависимости. Зависимости это dependencies. В нашем случае это runner WebDriver IO, это local runner, фреймворк Mocha, который мы поставили, spec reporter и для TypeScript необходимые зависимости. Также вот здесь секция, где наши скрипты. Этот скрипт называется vdio. Мы можем его назвать хоть как, то есть как нам угодно. Сама команда, которая запускает тесты, выглядит вот так: vdio run, и выбираем файлик, который у нас обрабатывается. Первый файл, который у нас обрабатывается, это vdio conf.ts. Это наш конфиг файл, в котором у нас вписаны все настройки. Какой браузер мы используем, сколько браузеров одновременно мы можем выставлять, какие тесты мы запускаем, тестовые наборы мы можем туда вписывать, какие-то хуки, мы дойдем с вами до хуков, и так далее, и так далее. Все вот эти настройки, они вписываются в конфиг.
Вот, тест при запуске сначала читает конфиг, в нем применяет все настройки и смотрит, какие спек-файлы. Спек-файлы это те файлы, где наши тесты. Мы потом с вами будем по тестовым наборам разбивать наши тесты. Вот, и будем отдельно запускать разные наборы. И после того, как он прочитал этот файл, он уже с примененными этими настройками запускает наши тесты. Вот. Сейчас у нас появилась папочка тест. В ней две папки: PageObjects и Specs. Specs это наши спеки здесь хранятся. Это по сути это просто файлик в формате TypeScript, в котором написан наш тест. Вот. На это пока не обращаем внимания на импорты. Это мы разберем с вами, когда мы будем обсуждать тему PageObjects. Вот. Наш тестовый набор выглядит вот таким образом. То есть прописывается describe, это как бы, грубо говоря, большой заголовок, оглавление, ну как бы, что мы делаем. Допустим, вот называется My Login Application, и в нем внутри еще, давайте я вот так отделю немножечко. Вот, есть еще один it. It это у нас уже асинхронная функция. По сути, это тоже функция. И в describe у нас асинхронно все иты выполняются. То есть по порядочку. Первый выполнился, потом тут, допустим, еще один какой-то it и так далее. Они все по очереди выполняются. Здесь у нас готовый тест. Login page у нас есть. До пейджев мы тоже дойдем. Вот у нас login page. Он как бы обращается к странице login page и выполняет команду open, которая есть вот в этом файлике. Вот, кстати, login page здесь импортирована. То есть как раз она сюда импортирована. Вот. Далее у нас, давайте посмотрим login page, что у нас тут есть. Здесь есть, конечно же, текстовая подсказка. Вы почитаете, посмотрите. Я текст сейчас уберу, чтобы он не смущал, чтобы это выглядело так, как будет приблизительно выглядеть у вас реально на вашем проекте. То есть комментарии. Вы, конечно, будете ставить комментарии по необходимости, но лучше сразу называть все вещи своими именами. Вот, и не придется вам дописывать комментарии. Обычно переменные, функции лучше называть так, чтобы было понятно, что она делает. Вот. И здесь такая штука, здесь у нас элементы. Вот, мы на следующем уроке разберем, что это за элементы и как нам с ними работать. Следующий урок у нас будет как раз тема локаторов, селекторов, то есть то, как мы обращаемся в веб-браузере, открывается страничка, да, и как мы находим вот эти элементы, которым нам нужно нажать, или поле ввода, в которое нужно текст ввести. Мы будем находить эти элементы, и я покажу, как это делается. И здесь у нас из PageObject, да, вот обратно перейдем в наш спек-файлик, да, тест. У нас login page, выполняется команда open. Давайте вот login page, и вот у нас команда open. А что она делает? Она у нас возвращает, по сути это просто функция, которая возвращает у нас, она идет у нас из другой страницы. Она у нас, тут видите, супер open. То есть этот open это тот же самый, что open в странице page. Наверное, сейчас вам немножко непонятно и запутано. Давайте переходим в страницу page. Вот она у нас open. Мы сюда прописываем путь, но у нас здесь команда выполняется браузер URL. И здесь у нас уже вписан какой-то URL. Вот, если нам не вписывать сюда, мы можем убрать вот это вот. Вот это. И в конфиге, помните, базовый URL? Если мы вот это уберем, просто вот так оставим, то у нас применится базовый URL. Вот. Ну, давайте оставим. Здесь уже у нас предоставлен какой-то сайт.
И путь вот здесь подставляется логин. То есть функция у нас вот здесь вызывается и подставляется логин. То есть, по сути, у нас просто открывается сайт. Сейчас мы его откроем. Так, логин. Вот, у нас откроется вот этот сайт. Дальше, следующим шагом смотрим тест. Вот открылся сайт, да, вот эта команда вызывает. Следующая команда у нас вводит логин. Это тоже функция со страницы login page. Вот, знаете, как быстро переходить вот к этой функции, чтобы посмотреть. Ctrl зажимаете, и вот она становится такая кликабельная. Ctrl или Command, у кого что. Command, и кликаете, и мы сразу перескакиваем в этот файл, вот к этой функции. Поверьте, когда будет у вас 15-20 тысяч строк там и таких 20 файликов, 30 файликов в вашем проекте, искать функции вручную вы точно не будете. Вы будете только таким способом перемещаться по вашим файликам. Вот. Здесь функция логин используется. Берутся два элемента на странице. Вот этот элемент, input username, у него есть свой селектор, локатор. В общем, мы эту тему разберем на страничке. Он берет username, вписываем сюда username. Да? Ну, если кто-то знает, как функции работают, передаются сюда, что возвращают и так далее. Вот. Ну, мы с вами это все еще будем прорабатывать. Вот. В общем, здесь выполняется setValue команда, которая вписывает вот в это поле то, что мы сюда передали. Потом вписывает вот в это поле, в другое, которое называется password, что-то другое. И потом берем кнопочку, то есть вот этот третий элемент, и на него кликаем. То есть у нас три элемента есть. Первый элемент это input username. Следующий input это password. То есть у нас input username, input password. И третий элемент это кнопочка логин. И кнопочка логин. Вот этот элемент у нас. Вот. Мы берем input username, вписываем username, password, вписываем password и кликаем кнопочку вот это вот логин. И эту функцию логин мы вызываем вот здесь в тесте. Таким образом, мы вызвали одну функцию, которая открывает у нас страницу логина, вызвали другую функцию, которая вводит логин, password. Вот они, две переменные, два аргумента, которые мы передаем. Логин, password. И эта же функция кликает на страницу. И здесь у нас добавлены два экспекта. Кстати, вот это уже устаревший формат написания. Вот, to have text containing. Сейчас мы это исправим. Вот, но он тоже работает. Вот. О, кстати, у меня IDE-шка подсвечивает даже. Да, вот в таком формате нужно по-новому это использовать. To have text. И вот здесь использовать настройки именно самого текста, что это строка containing. Вот эта строка включает в себя. Вот. Здесь также берется элемент, который находится на файлике secure page. Вот у нас secure page. Вот, у нас есть элемент flash alert. То есть у нас какое-то сообщение, которое высвечивается, какой-то алерт, сигнализирующий о чем-то. Вот. После того, как мы залогинились, мы смотрим, что у нас flash alert, вот это сообщение to be existing, то есть оно есть на странице, вообще появилось ли оно. Но я использую очень часто to be displayed, то есть на дисплее ли оно. Вот, это важно, потому что end-to-end тесты как раз рассчитаны на то, что мы как бы тестируем вот эту вот UI, видимую часть пользователя, помимо того, что и бэкэнд у нас там есть тесты, мы еще и UI тестируем, и мы смотрим, он просто existing, то есть он может быть на странице, но он может быть невидим. И есть такие элементы, знаете, там выпадающие вот эти вот всякие бургер меню выпадающие, то есть он может
открытый быть элемент под этим выпадающим как бы списком, допустим, он есть на странице, но его не видит пользователь, а пользователь должен видеть. Вот. Ну, тут тоже есть такая разница, но иногда нужно применять именно проверки, что элемент просто есть на странице, он не всегда должен быть виден, он должен быть просто. То есть, ну вот, ну здесь рекомендованный вот этот тест, здесь, конечно, to be existing, но мы будем чаще применять to be displayed. Вот. Также я бы еще для кнопочки... ну ладно, это мы потом разберем. И это же alert сообщение у нас содержит текст, вот такой вот текст. То есть, смотрите, что у нас будет тест делать. Он открывает страницу, да, берем username, он вписывает сюда username, после этого он, с восклицательным, после этого тест вставляет сюда пароль и кликает вот эту кнопочку. Не сохраняет. И тест видит вот это сообщение. Видите, мы потом еще тесты для стилей сделаем. И стили у нас мы будем проверять. Зеленая подсветочка, каким цветом шрифт и так далее. Это мы все будем с вами делать. Сейчас просто нужно проверить, что вот появилось. Мы на странице логин. Все, мы залогинились. Вот такое сообщение видим. Вот. Давайте запустим тест и посмотрим, как он у нас выполняется. Мы переходим в наш package.json. Я напоминаю, скрипт у нас называется vdio. Вот, чтобы запускать скрипты, нам нужна команда npm run и выбираем vdio, допустим. Тут может быть еще там 20 скриптов, и каждый по-своему называется. Мы до этого дойдем. Открываем терминал, либо здесь, где у нас был терминал, да, вот это вот в IDE, либо мы можем это сделать вот в обычном терминале. Вот, давайте я сейчас один раз запущу здесь, один раз в обычном терминале, неважно, это по сути просто терминал. Здесь он сделан для удобства. И сейчас мы запустим тест наш npm run в Dio. Все, запуск Enter и смотрим. Сейчас весь этот лишний текст в логе. Вот смотрите, у нас два браузера запустились одновременно. Ну все, тесты выполнились. К сожалению, это было 0,7 секунды. Да, сейчас мы паузы поставим, чтобы это было видно. Смотрим. Вот это все обычно требуется, когда ну, тут, по сути, каждый шаг расписан, который происходит, какая команда и так далее. Вот. Но это нужно, когда мы выполняем какой-то дебаг или у нас ошибка, которую мы не знаем, с чем связана, и мы включаем вот эти вот подробные логи, чтобы посмотреть, что у нас где пошло не так. Вот. Дальше Spec Reporter, вот о котором мы говорили, Spec Reporter. Он выглядит вот так. Запускается Firefox, версия такая-то, на Mac. Да, допустим, у вас будет Windows или Linux, на чем вы работаете. И вот пошел Firefox, такая-то версия. Первый файл, ну он здесь один. Вот он, MyLog Application, да, вот он тест, где наш. Вот MyLog Application. Да, и в нем сам тест, который вот называется вот так. Show login with valid credentials. Вот он, наш спек. Вот. Вот таким образом мы и будем писать все наши тесты. То есть мы будем где-то создавать функцию какую-то, либо прямо здесь, если простой шаг, вот expect, допустим, один, да, ну вот элемент на странице. Ну зачем нам создавать отдельную функцию для этого, если это и так пишется в одну строчку? Мы берем элемент и проверяем, что он на странице. Не нужно писать лишнего, не нужно выводить. А вот, допустим, логин, там же, видели, у нас нужно в одно поле ввести, во второе поле ввести, нажать кнопку, уже там несколько строк, и лучше это все вынести в отдельную функцию. А здесь записать просто одной командочкой логин. Вот. И здесь у нас Firefox прошли тесты, и потом следующий
Chrome запустился, версия такая-то, на Mac, и так далее, сессия ID, и вот My Login Application shall be вот то, что там у нас проверяется, да, вот эта вот надпись. Давайте сделаем вот так. Сейчас я уберу восклицательный знак, один вот здесь, да, один символ, и запущу тесты еще раз. И вы посмотрите, что мы ожидаем вот такую надпись, да. Нет, смотрите, тут же containing, то есть он содержит. То есть если просто to have text без containing, тогда тест упадет. А здесь он не упадет, потому что без восклицательного вот эта часть все равно включена, да, туда. Вот давайте вернем этот восклицательный, но мы вот здесь поменяем букву, допустим, на SSS. 3 буквы сделаем. И запустим наш тест. И посмотрим, как тесты падают. Так, ну я в своей IDE могу повторить вот здесь, но давайте будем делать, как мы делали. Да? Терминал. Чуть-чуть сдвину. Терминал. И пишем npm run vdio. Vdio, опять же повторю, это название нашего скрипта. Мы можем назвать его как угодно. Допустим, vdio local Mac. Или там vdio local Windows. Потому что иногда тесты запускают у себя на винде локально, да, а где-то в CI тесты запускают на Linux. Там в докере это Linux. Там немножко есть отличия, я вам потом покажу. Вот. npm run vdio. Запускаем. Ай, прошу прощения. Кликнул. Вот здесь. В терминале. И посмотрим. Сейчас тесты у нас должны упасть. А он залогинится. Видите, как быстро. Раз. И затупил что-то. Да? Что такое? Он выжидает, появится ли там элемент. А по умолчанию у нас стоит 10 секунд. Ну вот, смотрите. Как у нас получилось. Да? Spec Reporter у нас выводит наши ошибки вот в таком формате. То есть мы видим, что тест такой-то, вот такой-то тест, да, expect у нас. Мы ждем вот в этом элементе, мы ждем, что тут есть текст, содержится. Вот. И этот тест не прошел, красным выделен. Вот он, один фейл у нас. Вот он, сверяет. Он ждал вот это, а по факту там вот такой текст. Вот, несоответствие. Все, тест упал. И в хроме то же самое, абсолютно. Тест упал. Вот, так. Сколько у нас по времени? Урок на 38 минут. Давайте закончим. И в следующем уроке напишем свой тест. Всем пока.